Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проведем простую практику, с помощью которой вы не только сможете себе помочь и защитить себя от любого негатива, но и также в самое ближайшее время после проведения этой практики объявятся все ваши враги, ваши недоброжелатели, все те, кто вам желает, возможно, зла, возможно, отправляет вам негативную программу на разрушение. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете в этом видео очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для себя. Вы знаете, мы все люди социума, и каждый день мы общаемся. Конечно же, мы общаемся и с разными людьми, потому что нас в жизни могут окружать хорошие люди, могут окружать плохие люди. И, конечно же, общаясь с людьми, находясь в том же едем, когда мы с вами в общественном транспорте, мы обмениваемся с людьми разными потоками энергии. Даже возьмите тот общественный транспорт. Казалось бы, вы присели в общественном транспорте или, например, едете или заходите, кто-то может до вас дотронуться, кто-то может вас толкнуть. В этот момент кто-то может быть злой, недовольный чем-то. И, соответственно, он осознанно или неосознанно отправляет вам энергию. Конечно же, кроме того, каждый день изо дня в день мы с вами общаемся с людьми. И кто-то нам желает хорошее, это очень хорошо. Кто-то, к сожалению, несет нам негативную, плохую программу. Кто-то нам завидует, кто-то на нас злится. И каждый раз, когда мы общаемся с любым человеком, независимо, мы его знаем или мы не знаем, мы с ним обмениваемся энергией. И это, естественно, влияет на нашу жизнь. Помните о том, что мы в первую очередь состоим из определенных энергий, а мы, люди, проживая в нашем материальном мире, мы все видим в материальном плане, мы видим свое тело, свои глаза, уши и так далее, но есть то, что мы, к сожалению, в нашем материальном мире не видим. Да, есть люди, которые это видят, но это не тема для этого видео. Конечно же, если нам люди желают добра, желают нам благополучия, удачи, и, конечно, хотят, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы радовались жизни, и это очень хорошо. Мы с такими людьми стараемся как можно чаще общаться, разговаривать, дружить, приглашаем в гости, потому что нам с такими людьми интересно, и у нас здесь происходят правильные энергии созидания, энергии изобилия, энергия обмена происходит правильно. Кроме того, с такими людьми мы делимся какими-то, своими проблемами, своими какими-то нюансами, тайнами. А есть люди, с которыми мы с вами общаемся, разговариваем, но при этом мы ничего не испытываем. И знаете, нам с такими людьми дискомфортно, нам холодно, мы даже, возможно, не осознаем, но наше тело на энергетическом плане пытается нас закрыть, чтобы нам такие люди не вредили. Конечно же, те люди, которые нам желают зла, не желают нам добра, они особо себя не проявляют. Они обычно скрытны от наших глаз. Они вроде бы с одной стороны общаются тихо, спокойно, мирно. Они даже могут посочувствовать в каких-то наших бедах, в наших проблемах. Но когда у нас возникают какие-то проблемы, когда у нас возникают какие-то негативные ситуации в нашей жизни, они, к сожалению, не сопереживают нам, не переживают за нас, а наоборот, они радуются за то, что у нас происходит негативное что-то в жизни. Почему так происходит? Дело в том, что они нам завидуют, они на нас очень злятся. При этом могут злиться из-за каких-то мелочей. Ну, например, что у вас, например, прекрасный муж или прекрасная семья. Потому что они считают, что это они должны были иметь, а не вы. И вот здесь происходит дисбаланс. Вот такие люди начинают вам время от времени, как только они вас видят, или они, знаете, ставят себе цель, что вы для них недоброжелатель, что вы враг, что вы плохой человек. И они начинают отправлять в вашу сторону, отправлять определенный негатив, отправлять особые
разрушительные программы. Многие люди, возможно, не осознают и не понимают, что вокруг них, особенно когда это большой коллектив, женский особенно это когда сосед, вы дружили одно время, потом раз что-то происходит, да, и вы не осознаете и не можете понять, а кто же вам вредит на самом деле, потому что в какой-то момент такое ощущение, что вот вы как будто что-то перешли, и в вашей жизни начинаются определенные проблемы, неприятности, знаете, вот начинается какая-то не очень хорошая полоса, и вы даже сами уже на подсознательном уровне понимаете, что что-то происходит в вашей жизни не так, что все идет не в правильном русле, у вас вибрации направлено не на то, чтобы созидать, а у вас идет все на разрушение. Это касается и работы. На работе у вас возникает очень много ошибок, вы не можете не слышать, у вас какая-то апатия проявляется, и, возможно, вы чем-то недовольны, вы расстроены, вы можете на работе кому-то хамить даже своим клиентам, руководителю, в семье у вас ничего не ладится, в работе начались именно финансовые, начались проблемы, вы уже начали брать кредиты, потому что вам не хватает на решение тех или иных вопросов, денег и так далее. И вот в этот момент обязательно вам поможет следующая практика. Эта практика достаточно простая, но в то же время мощная. И проведя эту практику, вы сможете выявить, найти вот того человека, который желает вам негатива. Он очень зол, он завистлив очень сильно. И вот он всеми своими энергиями, всеми своими словами, всеми своими действиями он пытается вам навредить. К сожалению, это так. Эту практику вы можете провести в любое время, как только вы почувствовали, что в вашей жизни происходит что-то не так. Еще раз напоминаем, что благодаря этой практике вы сможете не только себя защитить, но и найти вот того человека, который вам вредит. Как вы узнаете, что именно этот человек? Дело в том, что он вам позвонит, начнет извиняться. Возможно, он захочет вам подарить какой-то подарок или напишет какое-то сообщение. То есть этот человек, он в обязательном порядке захочет проявить себя, потому что его в какой-то степени на энергетическом плане у него начнет происходить дискомфорт, потому что, знаете, есть физический наш материальный план, а есть вот этот энергетический. И вот на этом энергетическом плане очень многие происходят вещи, даже на интуитивном плане, иногда человек не может объяснить, почему он это делает, но он это делает. Поэтому в любое время, когда вам будет удобно, проведите эту практику. Еще раз напоминаю, фаза Луны, она не привязана. Итак, возьмите стакан, только возьмите тот стакан, но именно стекло возьмите, не пластмассовый стакан, а именно стеклянный. Только возьмите тот стакан, с которого вы больше уже не будете что-либо пить или употреблять в пищу. Это очень важно, и скажите об этом своим, если вы проживаете с кем-то, скажите об том, чтобы никогда больше не использовали именно этот стакан, потому что вы будете проводить практики, и, соответственно, зачем вам потом вливать в себя. Итак, берем с вами стакан, наливаем туда водички, и сначала нам нужно оставить в комнате именно этот стакан воды. Желательно делать эту практику днем. Если вы пришли с работы, например, да, в 6-7, тогда уже прямо сразу возьмите стакан воды, наберите воды, и пусть, пока вы находитесь в комнате, пока вы на кухне, пусть он напитывается энергетикой. Далее, уже когда вы будете ложиться спать, вы приняли душ, да, намазали кремчиками, у каждого это своя процедура, вы должны в этот стаканчик насыпать буквально немножечко соли, ну вот буквально щепоточку соли. И вот соль сразу начинает работать над тем, чтобы убирать любой негатив с вас. И, что немаловажно, начинает чистить вашу энергетику. Далее берете этот стакан с солью и ставите под свою кровать. Если у вас кровать не предполагает, чтобы можно что-либо было подставить под вашу кровать, то поставьте рядом, там, на табуретку или на тумбу, в общем, что у вас есть. Главное, чтобы было рядом с вами.
После того, как стакан с солью вы установили, вы должны сказать 3 раза следующие слова. Вода святая, вода божественная, покажи мне, говорите ваше имя, моего врага. Вода дорогу открывает, врага моего показывает, да будет так. Эти слова вам нужно сказать 3 раза. После этого уже ни с кем вы не общаетесь, не переписываетесь и старайтесь как можно быстрее уснуть. А наш стакан с водой остается на тумбочке или под кроватью до утра. А утром, вот здесь очень важно, этот стакан с водой и с щепоточкой соли, его нужно вылить за пределы вашего дома. Это очень важно. Вы выливаете эту воду всю солью за порог, после этого возвращаетесь домой, обязательно промойте этот стакан, но помните, что мы этим стаканом больше на кухне и в пище, в приеме пищи не используем, то есть прячьте его в ванной комнате, то есть так, чтобы поменьше кто-либо мог его взять. И вы увидите, как в самое ближайшее время, как правило, в течение 3 дней появится тот человек, который вам вредит, который отправляет в ваш адрес какие-либо негативные программы. И вы знаете, этот человек может сделать вам подарок, может, например, попросить у вас прощения, подарить даже цветы. Обращаю ваше внимание, что вот такая практика, она выявит того человека, который пытается негативно влиять на вас. Обращаю на это особое внимание. Друзья, а вот чтобы защититься от таких людей, которые вам вредят, которые вам завидуют, которые находятся в вашем окружении, при общении с такими людьми в своем кармане сожмите свою правую руку в кулак и скажите про себя следующие слова. Чур меня, забирай обратно все то, что ты ко мне направил. Никому, кроме тебя, твое зло не навредит. Будет достаточно и сказать 1 раз. Если вы забыли какие-либо слова, бывает очень часто, потому что люди бывают по энергетике намного сильны, например, чем вы, тогда просто возьмите свою правую руку в карман и сделайте конфигурацию из 3 пальцев. И этого также будет достаточно, это будет достаточно сильная защита. Обращаем ваше внимание, что проведя эти простые практики, друзья, ваша жизнь действительно сможет измениться. А те враги, недоброжелатели, которые есть в вашей жизни, вы знаете, в их жизни ни с того ни с сего могут появиться проблемы, и они будут настолько измучены вот теми проблемами, нюансами, которые при этом они к вам вроде как отправляли еще пару недель назад, что они просто о вас забудут, потому что им будет только просто не до вас. Вот, друзья, сегодня хотели с вами поделиться вот такой вот важной, интересной и нужной информацией. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно заходите на наш канал. Друзья, у нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео и обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна.